Привет, дорогие друзья! Например, у вас есть объекты недвижимости, квартира, либо отель. При помощи программы Viascan вы можете спокойно учитывать все свое имущество. Особенно это важно после выезда постояльцев из отеля. Вот, вы посмотрите, как на Viascan все это реализовано. Вот, сейчас я подхожу к одному из отелей и вам на практике продемонстрирую, как снимать и проводить сверку в объекте недвижимости после съезда гостей. Вот этот отель. Давайте посмотрим с вами. Мы пройдем с вами в номер. Я вам покажу внутреннюю обстановку и как проводить в нем инвентаризацию или сверку. При помощи обычного мобильного телефона. Данные синхронизируются в режиме реального времени и доступны для неограниченного количества сотрудников. Давайте с вами пройдем сам номер. Продемонстрирую вам, что там есть у него. К примеру, этот отель у вас будет обозначен под определенным именем. Это у вас будет объект Батуми. А секция у вас будет номер комнаты. Предположим, ваш ответственный сотрудник проходит по номерам. Вот 203 номер. Заходим в него. Что мы здесь видим? Ну, вот здесь вот можно ставить на учет вот этот стол, вот этот телевизор поставим на учет, сейф, телефон, холодильник, прикроватная тумбочка и так далее. Я думаю, для вводного информирующего вам ролика это будет достаточно. Вы просто поймете, как легко проводить сверку того имущества, которое вверено в ваш объект. Пожалуйста, давайте посмотрим теперь, как проводить инвентаризацию или сверку. Ну, в частности, сверка это намного проще. Инвентаризация это глобальная, которая делается раз в год. А это каждый раз после выезда постояльцев. Поехали. Внизу вы видите меню «Сверка». Нажимаете меню «Сверка». В правом нижнем углу нажимаете кнопочку «Плюс» «Делать новую сверку». Выберите объект, где будет производиться сверка. Выбираем. В данный момент у нас это отель Белмаре в Батуми. Все секции. Ну, если у меня много номеров в этом отеле, то тогда будут различные номера комнат. Но в данный момент я для примера вам сделал просто комнату 203, как вы видели, и нажимаю кнопочку «Начать». Вот вы тут у нас видите, что осталось в меню 7 юнитов, которые находятся в этой комнате. Вот они тут все перечислены. И я начинаю сканировать по порядку, что нам необходимо учесть. Вот подхожу к первому юниту. Одновременно с этим у меня мой партнер, который находится за пределами страны в другом городе, он этот процесс сверки также наблюдает. Вот я визуально смотрю этот стол, да, этот стол. Хорошо. Дальше я действие сохраняю. Вы видите, что перешла одна позиция в секцию «Готово». Что у нас осталось? Дальше телевизор настенный. Нажимаю кнопочку, иду к телевизору настенному. Телевизор настенный, смотрим. Тут у него две фотографии. Вот такой он, да. Правильно, мы видим, это тут есть. Хорошо. Сохраняю. Дальше холодильник. Холодильник смотрим. Смотрим на холодильник, да, такой. Фотографии можете не сличать. Дальше кровать двуспальная. Вот эта кровать. Кстати, видите, раньше они писали вот такими буквами, наклеивали все эти учетные ярлыки на каждую позицию. Это можно будет сохранить в названии юнита.
Так, осталось телефон. Так, смотрим телефон. Так. Хорошо. Телефон. И сейф. Ну и вот сейф. Последний вот этот сейф. Я сейчас его... И сохранить. Таким образом, вы видите, что у нас осталось нечего сканировать. Все юниты, которые требуются для учета, вот они тут перечислены. Дальше нам нужно нажать кнопочку внизу действия. Сохранить. Видите, он сохранился в статусе работе. И дальше идете на действие и завершить. Ну, завершить можно сразу. Сохранить это, допустим, вам нужно уйти на обед, там, отлучиться из процесса сверки, выяснить какие-то вопросы. И в конце, но можете опять, повторюсь, сразу нажать «Завершить». Вот. Мы согласны со сверкой. Все это готово на сумму 4000 евро. Продолжить. И завершено в работе. Таким образом, вы можете на удаленном доступе держать под контролем все свое имущество во всех ваших объектах, во всех ваших секциях, в отелях, в комнатах, в квартирах, на складах, в офисах. И вот эти вот данные, которые мы сейчас занесли, они, что самое важное, невозможны к удалению, потому что это сделано специально, чтобы ваши подчиненные не смогли манипулировать и подгонять свои данные. Спасибо за внимание. Обращайтесь, пожалуйста, к нам, устанавливайте ViaScan и наслаждайтесь работой по контролю за вашим имуществом, за вашими активами. Это очень важно. ViaScan – это новый уникальный сервис для работы с материальными активами компаний. Сервис предназначен для руководителей и собственников бизнеса, а также для всех, кому необходимо вести учет материальных активов. ViaScan – это мобильное приложение, которое сразу готово к работе без установки дополнительных программ и оборудования. Мобильное приложение ViaScan позволяет делать приемку ваших активов, их перемещение, списание, передачу материальной ответственности между сотрудниками и инвентаризацию при помощи обычного мобильного телефона. Данные синхронизируются в режиме реального времени и доступны для неограниченного количества сотрудников. Пользователь ViaScan в любое время может получать полную информацию о материальном активе, отсканировав его штрих-код, используя свой телефон. К атрибутам юнита относятся наименование, местонахождение, его полная история от покупки со всеми перемещениями, стоимость, фотография, а также данные материально ответственного лица. Настраиваемые фильтры позволяют получать информацию о конкретном юните, а также проводить операции как по всему предприятию, так и по конкретным юнитам, объектам и секциям, а постоянная техническая поддержка делает работу с ViaScan комфортной и понятной. Регистрируйтесь в ViaScan по ссылке и уже сегодня получите полный контроль над материальными активами вашего предприятия. ViaScan – мобильный контроль ваших активов.